Станислав Кучковский буквально за пару лет прошел удивительный путь. От новичка, впервые взявшего в руки камеру, до признанного мастера, чьи работы под псевдонимом Шон Арчер печатают на обложках ведущие фотожурналы мира. О том, как и почему это получилось, Станислав подробно рассказывал в интервью, опубликованном на моем сайте. Стас, расскажи, пожалуйста, что с тех пор происходило в твоей жизни? Привет, Дмитрий, рад тебя слышать. Привет. И происходило, конечно, очень многое. То есть вот в прошлом году, например, в уходящем году, в 2016 я имею в виду, я очень много путешествовал, у меня были мастер-классы в Европе, я побывал в очень многих странах, в некоторых даже по 3 раза, в таких как Дания, Италия, и то есть совмещал приятное с полезным. И у меня были, то есть, и мастер-классы, и в то же время изучал культуру, знакомился с людьми, то есть фактически весь год провел в таких интересных разъездах. Но я замечаю, что появляется множество последователей твоих работ. Тебе это приятно, интересно, раздражает? Ну, я тебе больше скажу, вот некоторые из моих учеников уже сами проводят мастер-классы. Как к этому относиться? Ну, наверное, нормально, потому что когда есть спрос, есть и предложение. И опять же, люди видят, что тот подход, который я провожу, он дает результат. Он дает результат не только и качество фотографий, это в том числе и популярность, и в соцсетях, и везде. То есть это то, что реально работает. И вполне естественно, что они пытаются этому подражать. Как бы в принципе в самом подражании ничего плохого нет. То есть на каком-то этапе, особенно на начальном этапе, попытки понять, как это устроено, попытки сделать так же, это вполне абсолютно нормально. Я к этому отношусь абсолютно с пониманием. Стас, я иногда с друзьями и знакомыми обсуждаю твои снимки и часто слышу: Пучковский хорош, но все время одинаковый, скучно. Как ты считаешь, это просто однообразие или собственный стиль, ради которого и стоит работать? Ну, на мой взгляд, это вообще самое важное. Самое важное, что есть в работе любого художника или фотографа. То есть взять ту же Википедию, открыть статьи о любых популярных художниках, о классических художниках. И там, как правило, есть главы, в которых расписан творческий путь. И там в том числе есть такие главы, как поиск стиля, нахождение этого собственного стиля и, собственно, расцвет творчества, который приходится на тот момент, когда художник свой стиль находит. И вот типичный пример этот, есть такой, знаешь, художник известный, Марк Радко, который рисовал цветовыми пятнами. То есть начинал он, что интересно, вообще с пейзажей, с городов, а потом только пришел к тому стилю, который сделал его знаменитым и популярным, и, в общем-то, наверное, скажу больше, самым дорогим художником 20 века. И вот для фотографа, по сути, фотограф от художника, на мой взгляд, ничем не отличается. Это эти вещи, которые пересекаются, да. И для фотографа точно так же найти свой стиль, это очень-очень важно. И тем более, когда твой стиль узнается, когда люди понимают то, что ты делаешь, это действительно вещь такая, по которой даже без подписи тебя можно определить. Это, конечно, счастье. Это вообще лучшее, на самом деле, что, наверное, может быть. В том числе как с точки зрения популяризации собственных работ, так в том числе и при работе с клиентами. То есть клиенты тебя выбирают, исходя из того, что им, собственно, нравится то, что ты делаешь, и они хотят получить то, что ты делаешь. Если у тебя нет собственного стиля, если ты похож одновременно на всех сразу, то, собственно, почему тебя будут выбирать? Да? То есть зачем вообще ты нужен, собственно? Тогда могут выбирать любого другого. И единственное, чем тебе придется с другими фотографами сражаться, это опускать цену, то есть добиваться снижения цены. Единственное, да, если у тебя нет собственного стиля, то вот единственное твое конкурентное преимущество — это будет цена. Если же напротив у тебя есть конкретный собственный стиль, в котором ты работаешь, то это очень мощное и, пожалуй, я скажу даже больше, это важнейшее конкурентное преимущество. Ну, это все я понимаю, да, это все правильно. Ну, тебе самому не кажется, что ты себя ограничиваешь? То есть вот ты говоришь, что клиенты тебя выбирают, но они могли бы что-то и другое от тебя увидеть? Ты знаешь, на самом деле, как бы, если посмотреть на мои работы, то там на самом деле есть вещи достаточно разнообразные. Но, как я говорю, стиль — это не 100% работ, да, но хотя бы 80%. То есть большая часть работ должна, на мой взгляд, быть решена в едином стилистическом ключе.
То есть не все 100%, а допустим 80%, а 20% ты можешь оставить на эксперименты, на то, что тебе, на то, чтобы попробовать нечто совершенно другое. И у меня такие работы тоже есть. Ну, ты сам их видел, на природе снятые, да, и где угодно. То есть, которые, я считаю, тоже неплохо у меня получаются. Зачастую, кстати, это связано, я тоже, кстати, люблю снимать на природе, но ты знаешь, какая у нас погода на Урале, к сожалению, и летом, и зимой, да, что не особо это, к сожалению, провоцирует снимать на природе. Вот. А самое главное, ты понимаешь, я бы, если бы мне это не нравилось, то, чем я занимаюсь, если бы я не получал от этого удовольствия искреннего, если бы я не любил свое дело, я бы, конечно, давно бы уже, может быть, бросил и пытался делать что-то другое. На самом деле, пока я получаю от этого удовольствие, пока меня радует моя работа и конкретно то, что я делаю, то, конечно, я буду продолжать. И вот знаешь, людям особенно, которые говорят, там, мне, например, скучно, я всегда говорю, моя задача не развлекать каждого отдельного индивидуума, да, это невозможно нравиться всем. Я прежде всего делаю то, что нравится лично мне. Стас, а чем ты снимаешь, какой техникой? У меня такое чувство, что ты мог бы получать результат с любой камерой. Ну, вот начинал-то, ты знаешь, да, я с очень простой камеры, то есть это был Panasonic G3, и, конечно, первый объектив мой был китовый, совсем плохонький, но, тем не менее, первые публикации, первые мои известные работы, они были сняты, ну, на совсем простую технику и недорогую. Но при этом говорить, что действительно техника не имеет значения, это, конечно, лукавить. Потому что все-таки, чем у тебя лучше техника, чем она более современная, тем, конечно, проще работать, тем проще получать качественные, хорошие фотографии. То есть, например, с моим первым фотоаппаратом я просто отменял съемки, если была пасмурная погода на улице. Ну, а это, считай, половина съемок сразу же, даже летом отменялась, потому что на Урале солнце нас не особо балует. Моей второй системой был Canon 6D, полноформатная камера, да, full frame. И самое новое это Olympus, это снова без зеркалки, Olympus EM5 Mark II. Вот, то есть это вот последнее, на что я снимаю больше всех. То есть на самом деле вот у меня две системы, с которыми я работаю. Это Micro 4:3 и Full Frame. Ну хорошо, а в чем ты видишь плюсы той и другой системы? Ну, на самом деле, самый главный плюс в том, что я могу действительно работать с разными системами. И прежде всего потому, что они дают разный результат. Разный именно с точки зрения творческой, да? То есть это не значит, что какая-то система там хорошая, а другая плохая. Напротив, это интересно потому, что картинка отличается и цветом, и фактурой. То есть действительно она, допустим, на Olympus немножко более мягкая, а на Canon немножко более жесткая, на мой взгляд. И это не плюсы и не минусы, да? Это опять же как бы разные грани творчества. Но при этом у каждой системы есть определенные достоинства. Например, тот же Olympus я всегда беру с собой, потому что тяжесть в виде Canon мне таскать совсем не хочется. Это чисто домашние вещи, я вообще стараюсь, понятно, что из дома не выносить, это все очень тяжело. Olympus, напротив, легкий, удобный, откидной экран. И в поездке, например, я тоже беру всегда портретный объектив 45 мм. Ты знаешь, какой он маленький и легкий. Конечно. Да, он в 5 раз меньше и легче, чем 85 мм на Canon. То есть, конечно, это имеет очень большое значение. Я больше скажу, вот на тех же моих поездках по Европе люди смотрят и поражаются, насколько это легко. И самое интересное, что ты можешь, несмотря на вот на эти небольшие размеры, получать абсолютно конкурентоспособную картинку. То есть, которая не уступает моим, скажем, работам с фуллфрейма. Вот, кстати, на самом деле мне что помогло вначале? Без зеркалки ты со мной согласишься, да, как специалист по ним, что они очень дружелюбны к пользователю. То, что там очень много электронных помощников, да, очень хорошая электроника. И вот моя первая беззеркалка Olympus сейчас, они достаточно, в общем, лояльны к своему пользователю. Они не требуют каких-то больших знаний о фотографии. Они, в принципе, могут помочь человеку снимать сразу, с нуля. И вот это мне помогло в начале. А сейчас, например, я вот о чем говорил, о том, что размеры, вес — это одно из преимуществ. В том числе доброжелательность к пользователю, да, к человеку, который фотографирует, это, наверное, другой плюс. И третий плюс, наверное, это все-таки, конечно, доступность. Потому что, скажем, мой любимый объектив, ты видел, да, сколько с ним снято у меня фотографий, 45 миллиметров. Он даже сейчас абсолютно, мне кажется, доступен, любому фотолюбителю, да.
А сейчас я с ним снимаю очень много. И не потому, что, да, у меня выбора нет. Ты сам знаешь, вот мы только что говорили, что выбор-то как раз есть. Очень дорогая оптика у меня есть, например, и на Canon. Но вот я его люблю именно потому, что мне нравится результат. Ну, наверное, у тебя профессиональный монитор калиброванный. Вот на самом деле монитор у меня самый простой, совершенно недорогой. Ну, единственное, что IPS-матрица. Вот это, я считаю, конечно, вещь необходимая, да, потому что все-таки на нем картинка гораздо лучше смотрится. А насчет калибровки, вот я никогда этого не делал вообще в жизни, никогда не калибровал мониторы и на эту тему вообще не озадачиваюсь. Ну вот, тут даже есть такая забавная история на эту тему. Есть у меня приятель, американский фотограф, известный Дэнни Даймонд. И вот так получилось, что у него два крупных международных фотожурнала, они у него купили одну и ту же фотографию на обложку. Такая вот случилась вот незадача, два крупных журнала в одном и том же месяце вышли с одинаковой фотографией, с его фотографией этого Дэнни Даймонда. И вот самое смешное, что у него фотография выглядит, ну, по цветовой гамме совершенно различно от двух обложек. То есть на выходе мы получили три разные фотографии. То есть по сути ты видишь, да, как бы мы у себя картинку не делали, в печати она будет выглядеть по-другому. Если она попадает даже в какое-то издание, там будут подгонять картинку так, чтобы сделать ее по-своему, каким самим нравится. А уж как люди видят нашу работу, это вообще совершенно другая история. То есть ты знаешь, что большинство людей смотрят и на планшетах, и на телефонах, и на каких только мониторах они не смотрят. Поэтому есть масса вещей, по которым убиваться совершенно не стоит. Не стоит там сильно озадачиваться по технологической стороне процесса. Я всегда за то, что творческая и сторона, она гораздо важнее, чем техническая. То есть картинка должна быть интересной. Вот это вот самое важное. Ну что ж, желаю тебе дальнейших успехов, Стас. Спасибо за откровенный разговор. Тебе, Дмитрий, успехов, и всегда с удовольствием читаю твои материалы, аналитику, и очень рад, что нам с тобой удалось поговорить. Хорошо, счастливо, будь здоров. Давай, счастливо.